Каждый день полностью взрослый тигр появлялся у ворот индийской военной части. Рыча, он медленно вышагивал, очевидно пытаясь привлечь внимание солдат. Люди в лагере не знали, что и думать. Хотя они были обучены бою, сражаться с тигром точно не входило в их планы. У многих солдат был неприятный опыт встречи с этими хищниками в их родных деревнях. Чего хотел тигр там? Почему он приходил в лагерь каждый день? Некоторые начали думать, что тигр ищет еду и высматривает в заборе вход на территорию базы. Страх рос в лагере. В конце концов, он стал настолько сильным, что командир отряда почувствовал, что должен предпринять действия. Он не мог стоять в стороне и смотреть, как его люди страдают от присутствия хищника и рискуют каждый день. Поэтому командир решил связаться с зоологом в близлежащем городе. Зоолог очень удивился, получив звонок от военных. Помогать с такой необычной проблемой точно не входило в круг его повседневных обязанностей. Тем не менее, мужчина согласился приехать на военную базу, чтобы помочь беспомощным людям. Он понятия не имел, чего ожидать. Когда зоолог вошел на территорию военной части, он почувствовал страх солдат. Что-то явно было не так. Его проводили в казармы командира, где проинформировали о проблеме. Полностью взрослый тигр, который каждый день ходит вдоль ограды военной части. Зоолог едва мог поверить в то, что слышит. Такое поведение было очень необычным для такого большого кота. Конечно, мужчина согласился помочь. Итак, при поддержке храбрых солдат он начал фиксировать передвижение тигра, отмечая время, когда хищник выходил из густых индийских джунглей. Зоолог потратил 2 дня на наблюдение за хищником и пришел к смелому выводу. Он снова посетил командира в его казарме и объяснил, что узнал, тигр пытался привлечь внимание солдат и на самом деле не представлял угрозы. Зоолог попросил несколько часов, чтобы придумать план решения проблемы. Командир терпеливо ждал, и как только солнце снова начало скрываться за деревьями, зоолог объявил о своем плане. Он попросил группу самых храбрых и крепких солдат сопроводить его, чтобы отследить тигра. Сначала командир был не убежден. Он опасался рисковать жизнями своих солдат ради мнения предполагаемого эксперта. Однако, когда по лагерю разнеслась весть, что зоолог ищет группу мужчин, многие вскоре вызвались добровольцами. Если отслеживание хищника было единственным способом заставить тигра покинуть лагерь, они чувствовали, что должны помочь. Итак, командир согласился. Зоолог объяснил риски, которым они подвергнут себя. Мужчины согласились, что будут следовать его инструкциям и обеспечат защиту в случае необходимости. Зоолог подчеркнул важность сохранения спокойствия, если они хотят успешно проследовать за тигром в густые и пышные джунгли. Когда наступил вечер, группа мужчин заняла позиции и стала ждать. Они были вооружены ружьями и припасами, которых должно было хватить на несколько дней. Только когда на следующий день солнце появилось в небе, тигр, как обычно, прокрался из джунглей и направился к забору, чтобы начать свой ритуал, медленно вышагивать вдоль ограды. Низкое рычание напугало группу солдат, но зоолог успокоил их. Примерно через час тигр повернул обратно в джунгли. Теперь группе мужчин предстояло отправиться в опасную миссию. На безопасном расстоянии от хищника люди начали преследовать полосатого кота. Душная влажность беспокоила солдат, когда они все глубже продвигались в густые джунгли. Время от времени тигр останавливался и поворачивался к группе. Казалось, он замечал мужчин, но не был обеспокоен тем, что они следуют за ним. Наоборот. Каждый раз, когда он поворачивался, он, видимо, хотел убедиться, что они все еще идут за ним. Однако с наступлением ночи тигр исчез. Поскольку другого выбора не было, солдаты осторожно разбили лагерь. Все по очереди следили за угрозами. Когда на следующий день взошло солнце, тигра нигде не было видно. Разочарованные люди начали задумываться, не ошибся ли зоолог. Они подумали, что тигр на самом деле заманил их на свою охотничью территорию. Но зоолог сохранял спокойствие и заверил мужчин, что он хороший следопыт. Итак, отряд отправился на поиски улик и вскоре нашел то, что искал. Затем группа последовала по следам тигра. Через некоторое время они остановились. Они услышали громкий шум.
Они пробились сквозь кромку джунглей и оказались у бушующей реки. После недавних муссонных дождей было логично, что река так стремительно несла свои воды. Зоолог забеспокоился, потому что следы обрывались у реки. Это означало, что тигр переплыл реку. Но почему? Он знал, что тигры хорошо плавают, но с бушующей рекой. И как это? Не имело смысла, что тигр рискнул бы своей жизнью. В этот момент один из солдат возбужденно крикнул: «Вот он!» Чуть выше по течению был их полосатый друг. Он стоял возле скалистой области, которая, видимо, была размыта паводковыми водами. Итак, группа продвигалась вверх по берегу реки, чтобы найти безопасное место для перехода. Они нашли плоскую скалистую тропинку, которая вела к тигру. Они медленно продвигались вперед, один за другим. Чем ближе они подходили, тем дальше вверх по течению уходил тигр. Когда зоолог добрался до другого берега, он был полон решимости продолжить преследование отступающего тигра. Но тут его окликнули солдаты. Сначала он проигнорировал их, но потом его криками заставили повернуться. Солдаты жестами указывали на валуны, которые лежали там, где раньше стоял тигр. Двое мужчин начали убирать камни. Когда зоолог вернулся, солдаты объяснили, что услышали крики из-под камней. Итак, вместе они попытались посмотреть, что было под завалом. Когда одному из солдат удалось вытащить один из последних застрявших камней, под ним открылась полость. Зоолог направил фонарик в темную бездну и был встречен 4 глазами. Тогда он понял, что это были тигрята, зажатые там. Он приказал солдатам быстро убрать остальные камни. И действительно, там сидели 2 маленьких тигренка в пещерообразном образовании. Стало ясно, что тигр был не самцом, а самкой. Она, должно быть, оставила своих детенышей охотиться в пещере, которая затем была размыта наводнением реки. Вся вода оставила кучу мусора, в которой мальчики оказались в ловушке. Поскольку она не могла освободить их сама, они звали свою мать. Поскольку у нее не было способа освободить их, она попросила о помощи солдат, которые были расквартированы в нескольких километрах оттуда. Они, наконец, поняли, что ей было нужно. Она не кралась возле военного лагеря, потому что была голодна или хотела вторгнуться. Она просила о помощи. Группа вытащила мальчиков из пещеры и осторожно опустила их на землю далеко от бурлящей реки. Они услышали громкий рев сверху по течению и поняли, что мать-тигр увидела своих детенышей и умирала от желания бежать к ним. Поэтому они отступили через реку так же, как и пришли. Они терпеливо ждали, чтобы стать свидетелями воссоединения матери и ее детенышей. Это было зрелище, которого мужчины совсем не ожидали. Мать побежала к своим тигрятам и сразу начала их вылизывать и ухаживать за ними. Все это время ее малыши голодали и звали мать. Когда солдаты увидели, что тигрица счастлива, а тигрята в безопасности, они попрощались. С чувством триумфа они отправились обратно в лагерь. Командир поблагодарил зоолога, а весь лагерь отпраздновал его победу. Тигр больше не возвращался в лагерь с тех пор, и солдаты знали, что мать и ее детеныши были в порядке. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал.